Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И это видео, оно такое, можно сказать, веха, знаковое, потому что мы начинаем наконец-таки изучать тему объектно-ориентированного программирования. И по сути это будет целый ряд видео, по количеству я даже не знаю, сколько их получится, 5, 10, 15, 20, не знаю, как пойдет. В общем, сегодня мы только прикоснемся, так сказать, немножечко углубимся, погрузимся в эту тему. Я, во-первых, озвучу какие-то свои мысли касательно парадигмы в целом. Разумеется, расскажу, как стоит ее воспринимать, ну, на мой, по крайней мере, вкус, да, на мой взгляд. Вот, когда стоит использовать, когда не стоит, наверное, использовать. Вот, ну, поделюсь, короче, своим не таким большим, но тем не менее опытом и расскажу, как я вижу объектно-ориентированное программирование. Что ж, ребят, ладно, давайте открывать редактор кода. И заходить в целую отдельную папку я создал даже для ООП. Потому что я думаю, что вот и первые видео у нас, видите, поля и методы. Сейчас мы узнаем, что это такое. Но для начала давайте раскроем, так сказать, вообще парадигму и приведем некоторые, наверное, метафоры, которые помогут вам немножечко погрузиться в просто понять, что это такое, как стоит воспринимать эту парадигму. По сути, объектно-ориентированная парадигма уже в своем названии хранит ключи к ее пониманию. То есть мы воспринимаем данные, с которыми работаем в наших программах, как объекты. То есть, грубо говоря, как объекты реального мира. Мы таким образом пытаемся провести параллель с этими объектами реального мира и нашими данными. То есть, грубо говоря, например, у нас есть объект автомобиль, но автомобили могут быть разные, да, то есть есть автомобиль, который разгоняется до 100 км в час, а другой до 200 км в час, да, есть автомобиль красного цвета, а есть автомобиль металлик, например, да, там мокрый асфальт, есть автомобиль, который весит 1,5 тонны, а есть автомобиль, который весит 2 тонны, там, или больше, там, ну, то есть, понимаете, смысл ООП в чем? Что мы пытаемся выделить, так сказать, категорию некоторых объектов, но при этом мы понимаем, что у этих объектов есть конкретные параметры, которые их отличают, и часто даже поведение их отличает. То есть мы пытаемся найти для наших данных аналогии из реальной жизни. Или даже часто бывает наоборот. Мы должны с помощью объектно-ориентированной парадигмы описать конкретные объекты реального мира и, соответственно, дать им такое абстрактное представление в нашем коде. Так вот, давайте начнем с того, что, собственно, определим, как с помощью, то есть, как вообще пользоваться объектно-ориентированной парадигмой, да, какие есть инструменты. Для этого есть два основных таких глобальных инструмента, это классы и структуры. Они не сильно, именно если мы говорим про язык программирования C++, между собой отличаются, но небольшая разница есть. Вот, и смотрите, когда давайте начнем с классов, и попробуем объявить класс. То есть, смотрите, по сути, класс является такой калькой для создания в дальнейшем объектов, то есть инстансов объектов. Грубо говоря, мы описываем. Вот если мы вернемся к примеру с машинами, который я приводил чуть выше, мы говорим, что есть некий класс машины. Ну, давайте так и назовем, допустим, класс car, да? Класс машины. Объявляется похожим образом, как и на Enum. Ребят, мы Enum уже проходили, вот, и, ну, я надеюсь. То есть, также, то есть, теперь мы просто не пишем уже Enum, мы пишем сразу слово класс, объявляем идентификатор класса, то есть, как он будет называться, и открываем фигурные скобочки, которые в итоге закрываются с помощью точки запятой. Вот, и далее внутри класса, так как класс является по сути калькой для создания всех остальных, то есть конкретных уже инстансов этого класса, объектов этого класса, то мы его должны воспринимать как общий вот кальку, трафарет. То есть если мы говорим про машину, мы говорим про что? Вспоминаем, мы говорим, допустим, про скорость, то есть speed, ну давайте выразим скорость, допустим, с помощью флотовой переменной с плавающей точкой, да? То есть определенно у машины есть какая-то скорость, определенно у машины есть масса, тоже пускай будет флоид, масса,
weight, по-моему, да. Определенно у машины есть цвет, как мы уже сказали, а цвет мы можем, допустим, ну, мы уже проходили перечисление, но не будем сейчас так сложно делать. Просто пускай будет цвет какой-то int, который потом, допустим, мы, может, каким-то перечислением сделаем. Но просто здесь для примера. Или даже, знаете, для простоты пускай это будет какой-нибудь string. Ну, в смысле, string, пускай это будет cstyle строка, да. То есть указатель на const char. Вот, ну, в принципе, достаточно. То есть, смотрите, смысл в том, что класс — это трафарет, который описывает с помощью полей, а это называется именно поля класса, ну, еще их называют членами класса, поля класса разные, может, ну, я обычно полями называю. То есть, с помощью полей мы описываем именно общее, да, общее описание всей категории машин. То есть, у нас есть разные машины, да, их много, они обладают разной скоростью, разной массой, они разного цвета. Но при этом наш трафарет, он имеет общее описание, что есть какая-то скорость, есть какая-то масса, есть какой-то цвет. И если мы хотим создать инстанс класса, нам нужно указать идентификатор нашего класса и далее просто идентификатор уже как бы конкретного объекта, инстанса еще как называют, да, ну допустим назовем new car. И вот теперь мы имеем уже какую-то машину, конкретный экземпляр, который мы можем наделить совершенно конкретными параметрами. То есть для того, чтобы это сделать, нам потребуется, смотрите, важный момент. В классах, помните, я говорил, что структуры и классы в C++ это практически одно и то же, да, это по сути они выполняют одинаковые функции, это такая калька общая для конкретных уже инстансов, конкретных объектов. Например, вот как мы сейчас сделали конкретный объект с идентификатором newCar класса car. Вот, и разница лишь в том, что поля класса, именно классов, они по дефолту закрытые, то есть они приватные. А поля структур у нас открытые. И вот смотрите, если мы сейчас попытаемся получить доступ к полям нашего класса, конкретного инстанса newCar, через точку это делается, если что, ну специальный синтаксис, мы получаем доступ к полям через точку. Видите, мы не имеем доступа, потому что у нас класс. А вот если мы сейчас сделаем структурой наш car, то вы увидите как раз разницу между структурами и классами. Мы сможем, видите, обратиться к полям. То есть теперь мы способны наделить наш конкретный экземпляр класса car с идентификатором newCar конкретными его параметрами, которые будут его отличать от других, например, инстансов класса. То есть давайте зададим скорость, положим, она будет там 120,5 км в час, да. Далее обратимся к полю, опять же, через точку масса, предположим, 1550 там и, я не знаю, ну 7 килограмм, да. И какой-то цвет тоже зададим, пускай у этой машины цвет будет, соответственно, это строка, цвет будет, ну, черный, банально, да. Все, то есть, видите, мы присвоили конкретные значения для конкретного экземпляра класса, то есть car это как бы трафарет, ну, не класс, а структура уже в нашем случае. Car это трафарет, а конкретный экземпляр это уже конкретный экземпляр, который мы наделяем своими параметрами. То есть у него уже свои значения в полях этой структуры. Вот. И смотрите, а что если вы скажете, ну хорошо, структуры, да, открытые поля, взяли с помощью точки, зашли туда, поменяли значение. А что если все-таки вернуться к классу? Что вот, то есть если мы сейчас вернем, опять я вам покажу, да, сейчас класс вернем, оп, все, у нас ошибка, у нас даже вон подсказка private member, то есть член класса приватный, мы не можем получить просто к нему доступ. А для этого нам приходит на помощь такие штуки, как методы. По сути, методы, вы знаете, как можете воспринимать? Вы можете их воспринимать как поведение. То есть, если поля структуры классов это как бы их свойства, да, то есть параметры, какие-то вот как конкретные их признаки, там скорость, цвет, объем, там, не знаю, все что угодно, да, то методы это как бы их поведение, которое они могут реализовывать. И вот в данном случае, смотрите, мы, во-первых, познакомимся с новым синтаксисом, это квалификатор уровня доступа, так как у нас класс по дефолту
имеет приватные поля. Если мы сейчас объявим метод внутри класса как есть, вот как он сейчас идет, то метод тоже будет приватный. Мы не сможем просто получить доступ и к методу в том числе через точку. Для того, чтобы метод стал публичным, нам нужно именно вот это ключевое слово public и двоеточие. То есть смотрите, смысл в чем? Когда мы используем именно вот такой квалификатор уровня доступа public и ставим двоеточие, все, что будет идти дальше, будет публичное. Мы в том числе можем и поля новые также объявлять, они тоже станут публичными. То есть смотрите, я сейчас могу просто взять, переместить этот public выше и раскомментить вот этот код. И видите, мы теперь не получаем ошибки, как получали раньше. Почему? Потому что поля стали публичные. То есть мы сделали, грубо говоря, как в структуре. У нас класс теперь, как структура, по сути, ничем не отличается особо, да? То есть у нас все поля стали публичными. Но на то оно и хорошо, что поля у нас приватные, мы не можем взять и просто абы как их менять. Взять такую через точку, достать и поменять, как нам заблагорассудится. Мы делаем только методы. И есть, смотрите, основных два типа методов базовых. Это геттеры и сеттеры. Геттеры — это от слова get, как бы взять, да, а set — это установить. То есть геттер получает значение поля класса, ну или структуры, а setter устанавливает значение поля класса или структуры. Давайте объявим два таких самых типичных, да, метода. Первый будет просто назовем set. Нет, у нас три поля, поэтому мы назовем, допустим, set weight, предположим, или неважно. Давайте color, set color. Set color. Будем, соответственно, принимать тоже указатель на const char. Какой-то color. Давайте я его назову, знаете, чтобы немножечко хотя бы он отличался, color, и с подчеркиванием, чтобы вы видели разницу между параметром и полем. И мы присваиваем нашему именно полю, да, без подчеркивания в конце, присваиваем значение переданного в параметр метода. Сейчас мы посмотрим, как это все будет работать. И, естественно, getter мы тоже посмотрим, как работает. Мы запросим, допустим, такое же поле, тоже color, назовем getColor. На этот раз у нас метод, естественно, будет возвращать уже. Параметров он не будет иметь, потому что он только возвращает наш вот этот color, наш цвет, наше поле класса. И совершенно верно, то есть он просто сразу берет, возвращает нам этот указатель на cStyle строку. И давайте теперь попробуем применить. То есть это по-прежнему не работает, убеждаемся, что ругается на нас LSP-шка, да. Но теперь с помощью методов мы можем, во-первых, установить сначала значение, да, в какое-то поле. То есть давайте сначала установим его. Доступ к методу класса осуществляется ровно так же, как и к полям, если они публичные, да, так как у нас поля в данный момент приватные, а вот методы у нас объявлены публичными, то мы получаем доступ только к методам. Видите, нажал точку, и LSP мне уже подсказывает, что выбрать, то есть getColor или setColor. Для начала давайте установим какое-либо значение в наш color, пускай это будет, например, красный на этот раз. А вот теперь мы выведем в консоль с помощью геттера установленное значение. Проверим, все ли нормально, типа установилось наше значение, да. Давайте воспроизведем. Вот. И так, сделаю крупнее шрифт. Зайдем. Ой-ой-ой. Зайдем в курс, ООП-шечка и филды, методы, да. Скомпилируем программку, запустим ее и видим, что да, мы установили корректно значение с помощью нашего метода setColor. В поле класса color, да, присвоили, видите, значение нашего параметра в поле класса, и затем вызвали уже метод getColor и получили установленное значение. То есть на 22 строке с помощью setColor установили, на 24 строке с помощью getColor получили это значение, вывели его в консоль. Все, ребят, в принципе,
Это что касается самого такого базового представления того, что есть структуры и классы. Я постарался быть максимально понятным, так сказать, вербозным, доступным. Показываю вам пока самые простейшие вещи, это просто поля и методы класса. Я думаю, пока что разберитесь с этим материалом, овладейте им как следует. И смотрите, я обещал вам дать, так скажем, некий очерк на мое видение вообще ООП парадигмы, да, и сейчас я вам его дам. Смотрите, дело в том, что ООП парадигма, она по сути является на данный момент в программировании, пожалуй, самой популярной. И скорее всего, когда вы будете, ну, если вы пойдете на работу программистом, вы будете связаны в первую очередь именно с этой парадигмой. Но не спешите обольщаться. Дело в том, что ООП это не единственный подход в программировании, который можно и нужно использовать. ООП, во-первых, как правило, несет с собой много так называемого оверхеда. То есть ООП это не самые быстрые подходы. И если вы разрабатываете какое-либо приложение, которое требует максимальной производительности, да, если вы хотите получить, просто выжать максимум из производительности, то ООП это не всегда грамотное решение. То есть, ребят, я понимаю, что погружаясь в мир ООП, а так как многие проекты пишутся именно на этой парадигме, у вас будет соблазн использовать просто повсеместно ООП. Но поверьте, будьте чуть гибче. ООП это нормальная тема. Вы можете, конечно, и скорее всего захотите его использовать, но помните, что есть процедурные подходы, есть просто функции, есть циклы, есть перечисления, с которыми мы уже познакомились, и где-то в каких-то кейсах можно вполне себе обходиться без ООП. Но, опять же, ООП тоже важная штука, обязательно нужно понимать концепцию ООП в современном мире, тем более, если вы хотите работать программистом, без ООП вам, скорее всего, не обойтись. Ну, если мы не говорим про какие-то специфические, конечно, задачи или специфические языки. Все, ребят, в принципе, краткий такой обзор на ООП. Пока что базовый функционал, освойте его. Уроков еще по ООП будет, наверное, очень, ну, как не очень много, с десяток, наверное, точно получится. В следующем, я думаю, ну, ладно, неважно, я подумаю, что еще будем разбирать. Пока, в общем, осваиваете просто вот данный синтаксис, как объявить структуру, класс, организовать в нем поля, какие-то простейшие методы. То есть вы можете попробовать пописать сами какие-нибудь методы, попробуйте поменять значения других полей, то есть свои сеттеры, геттеры. То есть пока просто присматривайтесь к базовому синтаксису и как с ним взаимодействовать. Все, ребят, спасибо большое вам за просмотр. Если вам нравится мой контент, поставьте мне, пожалуйста, лайк на видео, подпишитесь на канал, ударьте в колокольчик, потому что контента я делаю много и, возможно, его будет еще больше. Добро пожаловать в комментарии, я готов к адекватной критике, всегда открыт, пожалуйста, готов рассмотреть там варианты какие-то, например, если вы хотите порекомендовать мне новый контент, я всегда, возможно, даже прислушаюсь, рассмотрю какие-то варианты. И напоминаю, что я еще стримлю на Твиче, ссылку на мой канал вы можете найти в описании под последними актуальными видео на Ютубе. И также, ребят, если что, вы можете всегда зайти ко мне на канал на Twitch, если есть какие-то вопросы. Если я не занят, а в большинстве случаев я не особо занят, вы что, я там свой проект ковыряю, отвечу на ваши вопросы, пожалуйста, заходите, задавайте. Ну и так пообщаться, если вам просто станет интересно, чем я там занимаюсь, захотите пообщаться, милости прошу. Все, ребят, еще раз спасибо большое за просмотр, удачи вам в обучении, пока.